У нашей южной границы наблюдается беспрецедентное столпотворение. Смуглые люди, мужчины и женщины, с детьми упорно пытаются проникнуть в нашу страну, что раньше им удавалось делать без особых затруднений. Однако сейчас все иначе. Русские люди, вынужденные с ними сосуществовать, с надеждой задаются вопросом, неужели власти решили покончить с их массовым завозом? Или же это временные мероприятия, связанные с наступающими празднованиями? Существует множество трактовок происходящего, но мы попробуем в этом разобраться. Просьба подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Каримджон Ахмедов, бывший заместитель министра экономики Таджикистана, который сейчас живет в Канаде, в эфире канала «Настоящее время» рассказал о том, что руководство этой азиатской страны опасается массовой депортации своих граждан-мигрантов из России. 70% населения работает в аграрном секторе, а аграрный сектор не развит. Это порядка 18% в общей картине экономики Таджикистана. Они не смогут обеспечить их работой, и это тот рычаг, который всегда используется. Страна существует только благодаря тому, что часть населения Таджикистана находится за пределами Таджикистана, и правительство не может покрыть социальные запросы населения, заявил Ахмедов. Безусловно, и бывшему министру, и иностранному изданию выгодно представить ситуацию таким образом, словно Россия – это монстр, насильно изгоняющий таджиков. Однако в основе его слов лежит правда. Душанбе действительно опасается возвращения своих соотечественников. Но он явно преувеличивает, рассказывая о неком рычаге. Ведь фестивали плова в стране не останавливаются. В свою очередь Александр Коц, член Совета по правам человека при президенте России, задается вопросом, был ли посол Турции вызван в МИД Таджикистана после отмены безвизового режима Турции с Таджикистаном. МИД страны, ВВП которой на 40% состоит из переводов из России, вызывает на ковер нашего посла. То есть в Душанбе усиленные меры нашей внутренней безопасности воспринимают едва ли не как личное оскорбление, констатирует откровенно гротескную ситуацию журналист. Тем временем создается ощущение, что на границе зреет бунт. Мигрант, ставший очевидцем, поделился впечатлениями в связи с ситуацией на южной границе России. Вот его слова. 1000 таджиков не впускают. Мы застряли между Казахстаном и Россией. Другим разрешают, только таджиков не пускают. Около 180 машин с таджикскими номерами. В каждой машине по 10-12 пассажиров, большинство из которых женщины и дети. И тут по всем канонам драматургии, у каждого, кто узнает об этом, должны были бы навернуться слезы. Однако этого не происходит. Наоборот, многие с облегчением вздохнули. В последние годы приезжие с юга, включая Таджикистан, успели натворить всякого. И это не только о бойне в Крокусе, и даже не о том, как представители диаспоры помогали террористам. Например, молодые игроки из футбольного клуба «Юзао», которых бородатые игроки ХАСА избили только из-за того, что они победили их в честном матче, вряд ли расстроятся от прекращения деятельности этого мигрантского футбольного клуба. В результате инцидента было арестовано 8 футболистов. Случайно все они оказались родом из Таджикистана. 2 из них нарушили миграционное законодательство России. Или жители подмосковного Дзержинского, которые столкнулись с тем, что сыновья оазисов и предборий гоняли по их двору на старой ладе, включив динамики на полную мощность. И чуть не сбили ребенка. Интересно, что согласно сообщениям в социальных сетях, полиция долго не отвечала на звонки возмущенных жильцов. Она приехала только после того, как жильцы объединились и призвали иностранных специалистов к ответу в местных чатах. Но туда же приехали и представители диаспоры. Дискуссия на повышенных тонах, как и ожидалось, не привела к результату. «Мы будем делать то, что нам нравится», ответили представители автогонщиков жителям Дзержинского, если их слова перевести на человеческий. Этих приматов в человеческом обличии даже не арестовали, но одно ясно, если бы они или их родственники не были допущены в Россию, никто бы не расстроился. Однако в Таджикистане сильно расстроились. Настолько сильно, что даже вызвали русского посла и вручили ему ноту в связи с массовыми случаями проявления явно негативного отношения к гражданам Таджикистана, а также систематического нарушения их прав и свобод. При этом ранее они не нашли времени выразить соболезнования в связи с убийством более сотни русских их гражданами. В нашем МИД по старой традиции сразу же начали успокаивать, говоря, что все происходящее – это результат мер по профилактике терроризма и имеет временный характер. И что дальше? Когда профилактика закончится, по ранее разработанному плану все эти нечистые войска снова попытаются купить жилье в Котельниках и поставить еще 1000 ларьков в Челябинске. А факты говорят о том, что треть Таджикистана уже у нас.
Так, по данным Института демографических исследований РАН, в 2023 году количество таджикских мигрантов в России превысило 3 миллиона человек. Население этой азиатской республики составляет 10 миллионов человек, то есть треть его кормится на русских просторах. И это при том, что исследование не учло таджиков, которым щедро были розданы паспорта России. На вопрос, можно ли рассчитывать на то, что гражданам России наконец-то дадут пожить относительно безопасно, депутат Михаил Матвеев ответил следующим образом. «Я допускаю, что происходящее на границе – это просто ситуативное явление. Возможно, оно связано либо с наличием у спецслужб какой-то информации, например, о готовящихся к 9 мая терактах, что логично ожидать от иностранных спецслужб и различного рода организаций типа ИГИЛ. Либо это чисто профилактические меры, которые введены на период, когда спецслужбы перегружены обеспечением безопасности и не имеют возможности такой огромный поток, который идет из Таджикистана, фильтровать. На вопрос, является ли все это изменением миграционной политики, которую начинают реализовывать наши спецслужбы, Матвеев ответил так. Это все, к сожалению, на уровне предположений. Ответ мы сможем получить только после того, как майские праздники пройдут. Но в любом случае без введения визового режима наведение порядка невозможно, и на такую меру воюющая страна имеет все основания. Вне зависимости от того, в каких отношениях она состоит с тем или иным государством, считает Матвеев. Но существует и другая точка зрения. Дело в том, что Таджикистан – это страна, которая сейчас испытывает трудности не только в экономическом и политическом аспектах, но и в религиозной сфере. Из-за подавления любых проявлений активности в религиозной и общественно-политической жизни, создания искусственного вакуума и постоянного экономического кризиса, Таджикистан стал идеологическим придатком Афганистана. Большая часть таджикской молодежи и подростков, не видя перспектив, сосредоточены не на образовании, работе или развлечениях, а на противостоянии различных религиозных групп, базирующихся в Афганистане. Вот такие увлечения у молодежи там сейчас. Есть и еще несколько важных моментов. В Таджикистане детям до 18 лет запрещено посещать мечети и церкви. Президент Рахмон запретил молодым людям и девушкам до 18 лет молиться в мечетях и церквях. Якобы это мера борьбы с религиозным фундаментализмом. Не объясняется, какой фундаментализм может быть в церквях. А еще там принудительно бреют бороду у молодых людей. В России все приезжают гладко выбритые, а здесь уже отращивают мрачные бороды. Таджикистан на международной арене находится на периферии, даже в исламском мире. Внимание всего мира сосредоточено на Ближнем Востоке. Таджики не следуют общим тенденциям между тюркскими странами, и шиитский Иран находится за пределами их внимания. Зато они имеют языковую связь с суннитским Афганистаном, где и располагаются радикальные группировки. Это еще один фактор, который способствует распространению пропаганды религиозного экстремизма в такой закрытой общественной среде. Официально за случившееся в Крокусе власти России, конечно, будут обвинять Запад и Незалежную, но всем ясно, что на самом деле происходит. На границе с Казахстаном и в аэропортах Москвы разворачивают тысячи таджиков, как рассказывают очевидцы, в том числе беременных женщин, стариков и детей. Зачем беременные, старики и дети едут в Россию – это отдельная история. Мигранты рассказали, что российские власти допрашивают каждого гражданина Таджикистана в отдельности, а также проверяют их телефоны. Так что, в целом, все это нечто большее, чем просто усиление мер безопасности перед праздниками. Религиозным фанатикам и экстремистам здесь не место. Пользователи в социальных сетях также задаются вопросами. Зачем создавать угрозу для России, а потом выслеживать, выдворять, тратить столько денег? Надо сделать визовый режим, тогда и пропускать или не пропускать будет легче и дешевле. Вот Турция неспроста сразу ввела визовый режим, и Таджикистан не возмущался. Пишет Анна. Почему власти Таджикистана ничего не делают для граждан в своей стране? Рождаемость большая, работы нет, уровень жизни никакой. Приток денег только от уехавших. И так много лет. Зато угроз и требований тонны. Комментирует Ирина. В каждой машине по 10-12 человек, большинство из них женщины и дети. Зачем они сюда едут? Детей тоже пригласили работодатели. Они нужны нам на стройках и заводах. Недоумевает Надежда. Какого черта едут сюда женщины с детьми? Поднимать экономику нашу или болтаться на шее России, заполнять школы и садики? С возмущением пишет Анна. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!